что жизнь очень скучна. Не нужно никуда торопиться, ведь мы никуда не идем. Все приукрашено. Стало больше гармонии, постоянный бег куда-то, постоянный стресс. Видео, которое ты смотришь прямо сейчас, было записано в Мьянме пару месяцев спустя после самого ретрита. В нем я рассказываю о том, какие были откровения, открытия, инсайты в течение этого опыта, какая философия передавалась и что из этого стало для меня уроком. Если у тебя есть вопросы по организационным моментам, как выбрать випассану, потому что есть ее разные виды, какие виды есть ее, чем отличается випассана в Таиланде от других видов випассаны, как строится непосредственно все расписание в течение 10 дней, что происходит на конкретных примерах, что происходит в течение дня, как строится расписание самого дня. Вот такие более конкретные вопросы, плюс к тому, какие есть страхи и как их можно преодолевать, как они преобразуются в течение вот этого периода самой випассаны. Об этих моментах я рассказываю в первой части, это другое видео, и ссылку на него я оставлю где-то здесь или здесь, и, конечно же, в описании. Досматривай это видео до конца, ставь, конечно же, лайк, это важно для канала, и переходи к первой части для того, чтобы найти ответы на эти вопросы и принять более взвешенные решения по поводу собственного опыта. А теперь возвращаемся в Мьянму. То есть просто ровно жить сложно. Мы все время ищем что-то, что нас зацепит. В нашем современном мире очень много таких вещей. То есть в обычной жизни городского жителя очень много стимулов разной величины, очень много стимулов разного типа. И когда вдруг оказываешься в тишине, в отсутствии этих стимулов, то оказывается, что жизнь очень скучна. Хотя сама по себе существование на природе, в прекрасном месте, оно, конечно же, изобилует разными стимулами, просто эти стимулы, они более мягкие, потому что они натуральные. И здесь можно сказать какую-то аналогию между натуральным вкусом и усиленным вкусом, например, если мы говорим про еду, между картинкой жизни, реальной картинкой жизни, и то, что мы видим в кино, где кадры нарезаны очень быстро и очень много звука, очень много действия за короткий период времени. Заметила, что у меня вначале, в первый день, очень сильно затекали и очень быстро затекали ноги, пока я сидела даже по-турецки, не только когда я сидела в лотосе. К 10-му дню я уже сидела в лотосе, и полчаса ноги не затекали. За второй день была вот эта тема, не нужно никуда торопиться, ведь мы никуда не идем. Еще в буддизме есть такое понятие, как middle way, или серединный путь, когда любую вещь, которую ты делаешь, ее не обязательно делать очень идеально или очень плохо. Ее нужно делать посерединке. Достаточно хорошо, лучшее, что ты можешь делать сейчас, так они говорят. И кроме того, у нас ничего нет такого, что мы могли бы потерять. Почему? Потому что все потери, которые мы могли бы сделать, это все от эго. То есть только эго боится потерь. И вообще тема эго в буддизме, либо на этом ретрите, где мы были, она такая очень явно выраженная, потому как от эго идет как раз-таки от присутствия эго и от его постоянного подпитки идут как раз-таки все проблемы в жизни. Потому что все, что мое, я, это все от эго. И все, что мы боимся, допустим, мы боимся что-то потерять, это не мы боимся, а эго боится потерять это что-то. Раньше мне была непонятная идея с буддизмом о том, что вся жизнь – это страдания и желание избавиться от этих страданий. Потому что, во-первых, я не ощущала как-то жизнь как страдание, особенно в детстве, когда я впервые услышала про эту идею. Но сейчас, становясь старше и старше, я вижу, что действительно очень многие моменты, которые, казалось бы, ничего такого сложного нет, но внутри какая-то такая тоска, то, что, наверное, можно назвать страданием. И медитация в этом случае, она как раз-таки помогает избавиться от этого страдания. Что такое ретрит для меня в итоге? Это возможность побыть собой, наедине с собой, в безопасности и заботе, чего довольно сложно сделать, когда ты просто один это пытаешься устроить, потому что некому
это время готовить тебе, убирать за тобой и так далее, и обеспечивать безопасность, если ты в другой какой-то стране, в незнакомой обстановке. Здесь же это сделано. Это возможность успокоить ход мыслей, которые постоянно бегают туда-сюда, расслабиться и снять стресс от города. Это возможность пожить в простоте, потому что в нашей обычной жизни у нас столько вещей, столько всяких разных удобных штучек вокруг, что пожить просто в простоте является для нас экзотическим опытом. И он прекрасен, потому что именно живя в простоте, вот этот минимализм, он возвращает нам ощущение от вкус к жизни возвращает. Как вот, когда, наверное, наркоманы потребляют наркотики, то получается, что ощущения очень яркие только с наркотиком, а без наркотика жизнь кажется серой и бесцветной. То же самое и у нас, когда мы привыкли к большому количеству стимулов и различных стимуляторов. Все приукрашено. Мы одеваем на себя одежду, да, и пытаемся так или иначе приукрасить свое тело. Мы делаем мейкап, и таким образом пытаемся так или иначе приукрасить свое лицо. Делаем наши манеры немножко другими, пытаясь приукрасить реальность, опять же. Даже я, делая это видео, я выбираю фон поинтересней, пытаясь приукрасить свою собственную, опять же, реальность, для того, чтобы вам было поинтереснее смотреть, пытаясь приукрасить кадр, который вы сейчас смотрите. Так происходит все. Еда, цвета, которые нас окружают, это в основном, не в основном, а большая их часть не встречается в природе или не встречается с такой интенсивностью. Посмотрите вот на этот микрофончик, который я держу. Такого в природе, наверное, есть, но насколько часто? Редко. И таким образом наш мозг привыкает к ярким вещам, забывая быть чувствительным, становится уже нечувствительным к более тонким. Далее, это возможность побыть в обществе, где нет осуждения и сравнения, где внимание к твоей персоне минимум, потому что все заняты все равно собой. Все наедине с собой, все работают со своим состоянием. Это возможность просто питаться здорово, умеренно и вдумчиво. Почему? Потому что пока питаешься на ретрите, там не только не очень много еды. Кроме того, вот на том ретрите, где была я, во всяком случае, было перед каждой едой мы размышляли о том, что такое еда, для чего я потребляю сейчас эту пищу. И это вегетарианская еда, соответственно, она максимально натуральная, максимально здоровая. Возможность начать скидывать свои килограммчики. Возможность также заниматься йогой каждый день. На том ретрите, опять же, в Суанмоке, где я была, там каждый день у нас была йога. Бывают ретриты, где йоги больше, а где вообще ее нету. Это возможность, опять же, наладить режим, чтобы у тебя была рутина, которая из часа в час у тебя повторяется. Если есть такой запрос, такая проблема. Пожить на природе, купаться в горячих источниках. Это если вы проходите именно там, где проходила его я. Я, кстати, скину ссылки на этот сайт, здесь внизу в описании. Если, кстати, кто-то знает, что такое Суанмок, или не знает, ставьте. Сами знаете. Чтобы знали люди, чтобы можно было распространять эту информацию, и больше людей становилось более осознанными, более чувствительными, более добрыми, в конце концов. Потому что, в конце концов, вот эта миссия ретрита, она именно в том и состоит, чтобы не просто так буддисты приглашают к себе всех, а для того, чтобы как раз стало больше гармонии внутри каждого из нас. И с большей гармонией внутри каждого из нас будет больше гармонии в целом в мире, а значит больше мира. Это возможность ходить босиком, если хочешь. Я вот все 10 дней ходила босиком. И избавиться от рабства времени. Одна из фраз, которую там сказала: «Мы не рабы времени», сказала нам один из организаторов. Поэтому будьте вовремя, старайтесь быть как можно ближе ко времени, но в принципе торопиться не нужно. Все равно торопиться некуда, ведь мы никуда не идем. Одним из открытий было, каким может быть длинным день. Потому что в моей взрослой жизни мне всегда не хватает времени. Вот я себя большинство времени помню, мне все время не хватает времени, все время нужно что-то сделать, я это не успеваю и на завтра, и на послезавтра. Это нескончаемый список желаний, дел и постоянный бег куда-то, постоянный стресс. Здесь же, в отсутствии дел, вдруг я поняла, что день не заканчивается быстро, как только моргнуть не успеешь глазом, а он уже пролетел, а он очень длинный. И это такое чувство, которое, наверное, у меня было в детстве, когда я помню, как я пыталась убить время в детстве, когда было очень скучно что-то ждать. Время тут сочится очень медленно. Еще одно из открытий или центральных
таких мыслей, которые нам предлагалось к рассмотрению, это impermanence, или проходящесть всего. Ничто не вечно, и все проходит, как тот закат, который сейчас начинается сзади меня. Даже пока это видео идет, уже меняется то состояние природы, которое вы наблюдаете. И мысли тоже не вечны, даже если есть какая-то мысль, которая вызывает сейчас страдания, или наоборот великую радость, то в любом случае это не вечно, и это тоже пройдет. Иногда нужно просто наблюдать за чем-то, чтобы оно прошло. Ну и зависит от того, что хочется. Если хочется, чтобы это прошло, потому что это что-то мучительное, то стоит наблюдать и помнить, что оно пройдет. А если это что-то очень классное, что не хочется, чтобы проходило и заканчивалось, то тоже стоит за этим наблюдать и помнить, что оно пройдет. Поэтому стоит наслаждаться здесь и сейчас. И еще одно из открытий было про жизнь монахов. Оказывается, монахи в Таиланде, во всяком случае, они кушают 1 раз в день и только вечером пьют чай. То есть, по сути дела, у них постоянно присутствует интервальное голодание. Если кто-то знает, что это такое, кто не знает, спрашивайте, расскажу. Такая, получается, здоровая тема с точки зрения питания. Плюс они вегетарианцы, плюс они спят вот на твердой поверхности постоянно и постоянно медитируют. То есть, соответственно, ментальное состояние у них также в балансе. Было очень интересно пожить этой жизнью, было интересно испробовать себя, изведать вот это состояние одиночества, покоя и вообще нового какого-то опыта. Я очень рекомендую всем, потому что это то, что восстанавливает вот на разных, на всех уровнях, начиная от физического до ментального, какого-то душевного, и освежает. У меня как будто какие-то фильтры прочистились, и восприятие вообще реальности, жизни стало чуть-чуть лучше. Да, наверное, это пройдет в какой-то момент, как и все. Но, тем не менее, вот такие вот впечатления. Будут у вас вопросы, обязательно задавайте. Можете задавать прямо здесь в комментариях. Можете задавать мне в личных сообщениях. Опять же, в описании под видео я оставлю все свои контакты. Пишите, буду рада поделиться. Всем мира!